У Накамуры, видимо, хронический неперевар узбекского плова. Только вчера мы с вами наблюдали, как Синдаров разнес его в 22 хода, потом обидное поражение против Левона Ароняна, все видео есть на канале. А сегодня в Блиц встречаются опять Накамура белыми, а Синдаров черным. И кто бы мог подумать, что самый успешный блицор всея галактики, даже круче Магнуса, некоторые так думают, смог опять опиздиться против Синдарова. Наблюдаем, c4, конь f6, Накамура развивает своего коня, это у нас английское начало, прижал хвоста и пытается с e4 с ноги в лицо напихать этому коню на поле f6. d4, конечно же, по центру идем, слон g7, и вот так вот с перестановкой ходов у нас получилась старогукешская защита в лучших традициях индийских мастеров. Рокировка, конь f3, здесь у нас, ребята, развитие фигур, здесь ничего особенного нет, здесь сплошная теория, но дальше нас ожидает дикий замес, специи из Узбекистана и непонятный феномен, почему Накамура так страдает, когда ему попадает Синдаров. Я не знаю, с чем это связано, если ты знаешь, черкани в комментариях. Итак, слон e3, слон d7, ферзь d2, Накамура собирается сандалить своего слона на поле a6, разменять, атаковать, лечить позицию черного короля. Конь d4 пошел, слон d4 и слон c6. Черный косорылый бес нападает на пешку e4, сейчас угрожает взятие на e4, поэтому пешку надо защищать. А как ее можно защитить? Лучше, чем f3 ты ее никак не защитишь. Конкретно в этой позиции. Опять играет Синдаров, и опять против Накамуры, и опять с тем же результатом. Конь d5 закидывает закидушку парнокопытную на козырное поле d5. Угрожает выпад слона на поле b6 с неприятной потасовкой, поэтому коня желательно убрать, но Синдаров сначала уводит коня на поле d7, тем самым берет под прицел поле b6, чтобы слонина сюда не вошла своим хоботком здесь, чтобы не торчала из жопы. Меняет Накамура слона, король забрал, и вместо адекватного хода конь e3 отступить, чтобы этого скакуна никуда не девать. Он ошибается, он ферзь d4 играет и получает в рыло e5. Вот так, на тебе, кайфуй, пока молодой. Отступает ферзем на поле e3, Синдаров забирает благополучно этого коня, который тут никому не всрался, он там не нужен. Позиционку Накамура, конечно, умеет играть, но не так хорошо, как от него ожидают. 2838 в Блиц против 2680. Конечно, Синдаров сейчас слегка андеррейт в Блиц. Но что насчет Накамуры, сказать пока не могу. Хотя у меня есть мысли по этому поводу, но я их не буду озвучивать, а то будет слишком остро. Ну а ты пока черкани комментарий, подпишись на канал и лайк этому видео за победу твоего любимого шахматиста. Даже если ты не узбек, я считаю, что этот парень Синдаров показывает опупительную игру. H5 идет Синдаров в атаку. b4 пошел вперед, чтобы отобрать поле c5 у коня. Кстати, вот эта вот пешка дальше решит исход этой партии, как бы это ни звучало. Вместо самого лучшего хода ладья a1, ладья a1, h4, Синдаров сразу пихает h4, позволяет Накамуре разменять вот тут ладью и сыграть f4, немножко перехватить инициативу, вскрыть линию f, сыграть где-то там потом ферзь f2, нападать сюда, нападать туда и нападать туда. И сюда тоже нападать на этого коня. Поэтому лучшим решением было, конечно же, за Накамуру забрать на а8 и двинуть пешку f4. Но Накамура в своей стихии, он вошел, видимо, в азарт, играет ладья c1. Синдаров исправляет ошибку своего прошлого хода, тырит ладейку на а1, ладья а1, и конина пошла сюда. Конина вот так вот на лодочке, пем-пем-пем, сюда на f4, ферзя g5, h3, и неожиданно фигуры черных подкрадываются, как диарея в неприятный момент на черного короля. Но пока этот король чувствует себя безопасно, как первоклассник на разборках старшеклассников. Ладья c1 пошел сюда, конина по намеченному плану сюда рвется вперед. Накамура заметил шанс засунуть ладью на поле c7, забрать пешку b7 и, возможно, провести Фабиану Каруану ферзи. Кстати, Фабиану там тоже терпит Абдусадорова. Я запишу видосик контента здесь, ребята, не знаю, с чего
чего начинать. Конина пошла на f4, слон f1 сюда немножко хвоста поджал и кайфует. Ферзь g5 угрожает отскок коня на h3 с выигрышем этого вонючего ферзя на поле e3. Король отступил, чтобы не было шаха. Пошла ладья, подкрадывается ладья по второй диагонали. И сейчас терпила получит свой мат. Вот в этой партии, в этом видео терпила мат получит. Проверь свои лайки и подписку пока, дружище. Ферзь d2, чтобы не было ладья а2. Накамура понимает, когда вынимает. Он уже понял, что его ждет. Он чувствует. Мышки нет в руках, он переживает. Ферзь d8, отступает ферзь, чтобы опрокинуться как-то через b6, потом забрать сюда. В общем, что-то здесь непонятное. Лично мне ход ферзь d8, ферзь f2, ладья a3. Понемногу надо засандалить свою ладейку сюда в лагерь Накамуры. b6 задвигает поглубже. Сейчас ладья c7 угрожает вот этой пешке приготовиться. Ладья b3 напал взад, ладья c7. И вместо того, чтобы забрать вот эту пешку, Синдаров находит лучший ход ладья b1, что позволяет ему уже победить конкретно в этой позиции. Он уже победил, ибо даже если Хикару будет делать лучшие ходы, а он делает далеко сейчас не лучшие ходы, он все равно проиграет. Забрал на b7, ферзь g5, пошла ферзя в атаку. Серьезными угрозами на белого короля. Ладья c7, Накамуре это все по худу. Он ведет каруану ферзи. Конь d3, заскакивает конь, напал на ферзя. Это у нас Горде, ферзь g1, пошла мамасита сюда в туман. Ферзь d2 угрожает просто конь f2 с матом, с выигрышем ферзя и с дальнейшим все равно матом. H3 еще как-то пытается защититься Накамура, но получает неприятный конский движ с матом в 11 ходов. Уже все, уже насрали здесь. Король пошел сюда, получает шах. Можно еще пешкой закрыться, единственный ход. Что и делает Накамура, закрывается пешкой. И вот сейчас у нас есть несколько продолжений в этой партии, и Синдаров находит лучшие продолжения. Кстати, матч уже официально анонсировали с 25 ноября по 15 декабря. Синдаров будет пихаться с Гукешем в Швейцарии. Поэтому подписку на канал, мы будем обязательно это все обозревать, ребят. Итак, возвращаясь к партии после g3, лучшим ходом в этой позиции является ферзь f3, сохраняя все угрозы. Конечно, бить пешку на поле h4 может только какой-то штрих за гаражами, поэтому я бы от Накамуры такого хода не ожидал. Но, к моему неудивлению, Накамура играет gh, тем самым максимально удручает свою позицию, следует дальше конь e4, полные дрова слону на поле f1, он стоит под связкой, никаких шахов здесь не видно, ничего не видно, все как в тумане. Залетает еще ферзь g4, но это вообще, ребята, какой-то космос от Блицора уровня Твича. Я не понимаю, зачем он сыграл ферзь g4, если можно сыграть, например, ладья c2, подвести сюда ладью и как-то еще попытаться на цейтноте вытащить. По 10 секунд осталось. Но Накамура в цейтноте играет g4, отдал еще слона Синдарову на поле f1 и дальше угрожает чистый мат на поле h1. Как от этой херни защититься? Только ладья f7, еще какого-то там ляща можно треснуть королю, предсмертного ляща. И так как король потом будет брать, получится еще ферзь d7, неприятный шаг, король идет сюда, и как-то можно было бы еще немножко, несколько ходов позора сделать. Вот так сюда, потом король пошел, и последний ход, который рекомендует компьютер, это ферзь h7, просто отдать этого ферзя еще больше затроллить этого черного короля. Поэтому в этой позиции Накамура сдался. Также кликай плейлист, у меня есть с партиями Синдарова, можешь посмотреть, покайфовать. Там и новые, и старые партии. А сейчас буду писать видосик про Надирбека Абдусадорова, там тоже чистый кайф.